Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю мясной пирог с курицей и картошкой на быстром тесте без дрожжей. Приготовление очень простое и быстрое. Тесто на сметане получается мягкое, рассыпчатое и отлично держит сочную начинку из мелко нарезанной курицы, картофеля и лука. Пирог получается очень домашним, с насыщенным вкусом и румяной корочкой. Для приготовления теста мне понадобится соединяю сметану с майонезом. Я использую для рецепта немного майонеза, так как в нем есть растительное масло и яйцо, и тесто получается более нежное. Добавляю яйцо. Для рецепта я использую яйцо среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 62 грамма. Хорошо все перемешиваю. Просеиваю в миску муку и разрыхлитель. Добавляю соль, перемешиваю. Добавляю кусочки сливочного масла. Перетираю масло с мукой в крошку. Получается вот такая крошка. Если вы сожмете ее в руке, она соберется в один комок и при легком нажатии распадается. Добавляю в крошку сметану с яйцом и начинаю замешивать тесто. Сначала немного вымешиваю лопаткой, так тесто меньше прилипает к рукам. И теперь собираю все в один ком руками. Долго месить это тесто не надо, его надо просто собрать как бы в один ком. Тогда оно получится очень вкусным. Тесто вот так вот немножечко, совсем чуть-чуть я буквально его промешиваю, чтобы оно объединилось. Вот такое в итоге тесто получается. Оно очень нежное и мягкое. Перекладываю в пакет и отправлю минут на 15-20 в холодильник. Для начинки мне понадобится первым делом я порежу картофель. Режем его достаточно мелко. В этих пирогах вся начинка идет сырая. Сырой картофель, сырое мясо и лук. Но все чаще всего переживают, успеет ли приготовиться картофель. У меня есть вот такая небольшая хитрость. Я картофель чуть-чуть привариваю. Режу его мелко. Сначала его режу кубиками. Вообще вся нарезка для пирога, для начинки вот такими мелкими кубиками. Перекладываю картофель в сотейник, наливаю чистую воду, довожу все до кипения и варю буквально 1-2 минуты. И сразу картофель сливаю. Таким образом вы точно будете уверены, что в начинке картофель не будет сырым. Картофель солить не надо. Переваривать картофель не надо. 1-2 минутки и сразу сливаем. Оставляю картофель остывать. Мелко порежу лук. Лук для начинки надо использовать сырой. Он даст сочность. Отправляю лук в миску. 500 граммов куриных бедрышек без кожи и косточек режу мелкими кубиками. Конечно, для начинки можно использовать и куриное филе, но с бедром она получается намного сочнее. И, на мой взгляд, конечно, вкуснее. Мясо отправляю в миску с луком. Выкладываю приваренный остывший картофель. Он у меня остыл до теплого. И теперь по вкусу добавляю соль, черный перец. Добавляю чайную ложку сушеного чеснока и чайную ложку сушеного лука. Также по желанию можно добавить немного кумина. Мы кумин любим, поэтому я добавляю. Если не хотите, не используйте. Хорошо все перемешиваю. Начинка готова. Пирог я буду выпекать вот в такой керамической форме диаметром 28 сантиметров. Дно выстелила пергаментной бумагой. Тесто делю на 2 неравные части. Часть поменьше перекладываю обратно в пакет и снова отправлю в холодильник. Рабочую поверхность подпыляю мукой, тесто также, и раскатываю его в круглую лепешку диаметром больше, чем моя форма, чтобы получились бортики. Подпыляю тесто сверху мукой и накручиваю его на скалку. И переношу в форму. Аккуратно подправляю, делаю бортики. Выкладываю сверху начинку.
Разравниваю. Раскатываю второй кусочек теста. И выкладываю его сверху на мой пирог. Аккуратно защипываю тесто, соединяю его с нижним слоем. Я вот сейчас просто вот таким образом прижимаю тесто пальцем. Вилкой по краю формы делаю вот такой рисунок. Не прорезая ножом до конца теста, делаю вот такие надрезы. Делаю себе такую разметку. И теперь наискосок. Получаются вот такие ромбики. И теперь при помощи двух вилок делаю рисунок по этим линиям. Просто вот так вот прижимаю тесто. Как бы захватываю с краю и прижимаю. Тесто как будто слегка приподнимаем наверх. Получается такой очень симпатичный рисунок. Тесто как будто прошиваем нитками. И сверху пирог я смажу разболтанным желтком. Так он получится очень румяный и красивый. В каждый ромбик присыпаю еще немного кунжута. У меня смесь черного и белого кунжута. И теперь мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если вы увидите, что пирог начинает слишком подпекаться сверху, можно прикрыть его фольгой. Пирог я достала из духовки. Какой аромат! И послушайте, как он шипит внутри. Какой сочный, великолепный. Оставляем его немного остыть. Буквально на 10 минут. Слегка прохожусь ножом по краю формы. Пирог этот обычно не пристает, только если где-то чуть-чуть подтекла начинка. Пирог получился просто потрясающий, очень красивый и, конечно, вкусный. И какая сочная начинка. Вот здесь в начинке немного вытекает сок. Как это вкусно. Кстати, я еще забыла в начинку добавить немного сливочного масла, пару кусочков. Если хотите, добавьте. Будет еще вкуснее. Тесто здесь получается такое песочное, рассыпчатое. Картошка мягкая, мясо запеклось. Конечно, это очень вкусно. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!